Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. В этом видео я поделюсь с вами несколькими вариантами итальянских салатов. Немного необычные, но очень вкусные. Особенно для тех, кто постоянно на правильном питании, немного смогут разнообразить свой рацион. Да и для тех, кто просто хочет попробовать что-нибудь новенькое. И покажу я вам 4 варианта. Так что пойдемте готовить их вместе. И начнем мы с вот такого яркого салата. Берем салат радикио, и любой салат, который я использую, я сначала отмачиваю хотя бы на полчаса в холодной воде. Так он и хорошенько промывается и становится более хрустящим. И затем нарезаю средними кусочками. И отправляю в салатник. Следующий ингредиент – это апельсины. Очищаю и нарезаю на кубики среднего размера. Количество ингредиентов добавляйте на ваш вкус. Самое главное – добавить эти ингредиенты, а уже сами выбирайте, добавлять больше или меньше апельсинов. Они добавляют сочности салату и еще балансируют своей сладостью немного горьковатый вкус радикио. Добавляем их к салату. Солим по вкусу. Добавляем черный молотый перец. В этот салат я добавляю немного больше черного перца, чем обычно. Он очень хорошо сочетается с апельсинами. Затем добавляем оливкового масла и хорошенько все перемешиваем. В этот салат мы не добавляем ни уксус, ни лимонный сок. И вот такой яркий, аппетитный и полезный салат мы с вами сегодня приготовили. Этот салат очень распространен в Италии. Это классическое сочетание итальянской кухни. И еще по желанию можно нарезать немного фенхеля в этот салат. Обязательно попробуйте такое сочетание, ну а мы приступим к следующему варианту. Для второго варианта салата нам понадобится спаржевый цикорий, который итальянцы называют пунтарелле. Он состоит из пучка нежных, хрустящих полых побегов. В нем тоже присутствует легкая горчинка. Сначала разделяем побеги друг от дружки. Эти побеги должны быть хрустящие, но не сильно твердые. Видите, вот такие. Вокруг побегов есть тонкие длинные листочки. Если листочки грубоватые, удаляем, а молоденькие нежные оставляем. Затем каждый побег нужно нарезать на тоненькие полосочки. Если вы чувствуете, что вначале побег немного твердый, удалите кусочек. Нарезайте только более нежную часть. И вот таким образом нарезаем на тоненькие полосочки. И так нарезаем все остальные. Нарезали все на такие тоненькие полосочки, а теперь нужно залить холодной водой и оставить на 1 или 2 часа. За это время уйдет лишняя горечь, и они закрутятся в красивые кудряшки. Видите, я уже слила воду, и какие они закрученные. Теперь нам понадобится чеснок. Количество чеснока добавляйте на ваш вкус. И теперь я его мелко-мелко нарезаю, но вы, если хотите, можете пропустить через пресс. Дальше нам понадобятся анчоусы. Нарезаю их на кусочки, но иногда я их просто рву на кусочки. Делайте, как вам удобно. Добавляю их в салатник. Затем немного присаливаю, но немного, так как анчоусы уже сами по себе соленые. Добавляем оливкового масла и яблочного уксуса. Тщательно перемешиваем, и наш салат готов. И вот такой вкуснейший римский салат мы с вами приготовили. Ароматный, свежий, хрустящий салат и с необычным вкусом. Особенно те, кто любит анчоусы. Вы откроете для себя этот новый вкус. Ну а мы перейдем к следующему варианту. И для следующего салата мы будем использовать фенхель. Я также вам советую отмочить его хотя бы полчаса в воде и затем нарезаем его средними кусочками.
Нежные листочки фенхеля я также нарезаю в салат. В этом хрустящем овоще присутствует немного анисовый аромат. Итальянцы очень часто добавляют его в разные салаты. А теперь снова берем апельсин и нарезаем средними кусочками. Я очень полюбила это сочетание. Добавляем к фенхелю. Солим по вкусу. Добавляем обязательно черный молотый перец. И оливковое масло. Еще многие добавляют черные маслины. Хорошенько перемешиваем, и наш необычный салат готов. И вот такая красота у нас получилась. Хрустящие пряные кусочки фенхеля с освежающим сладким вкусом апельсина. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить, я уверена, что вам понравится. Ну а мы перейдем к следующему варианту. И для следующего салата нам понадобится свежий шпинат. Я вам советую выбирать шпинат с более упругими листочками. И также нарезаем их средними кусочками. Нежные стебельки я также нарезаю в салат. В них столько же витаминов, как и в листочках. Да и салат получается более хрустящий. Все салаты я вам советую заправлять перед самой подачей на стол, чтобы они оставались свежими и хрустящими. Теперь я добавлю зеленый лук. И сразу отделю кольца лука друг от дружки. Следующий ингредиент – это редиска. И нарезаю ее кольцами, чтобы было красивее. И также количество ингредиентов добавляйте на ваш вкус. И теперь остается только заправить. Солю по вкусу. По желанию добавляем черного молотого перца, оливкового масла и яблочного уксуса. Кто не любит уксус, можете добавить лимонный сок. Перемешиваем, и наш салат готов. И вот еще один вариант классного салата. Редис отлично сочетается с другими овощами, а шпинат придает салату легкость и воздушность. Такие салатики отлично подойдут к любым горячим блюдам. Готовятся быстро, получаются вкусные. Ну и какая же это кладезь витаминов! Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. На канале много интересных рецептов, от десертов до овощных блюд, так что вы обязательно найдете для себя что-нибудь вкусненькое. Встретимся в следующем видео. До скорой встречи!